Это видео попало к вам не случайно. Это не совпадение и не случайность алгоритма. Это божественное время. Это священная встреча между вами, сердце и голос Бог. Послушай меня внимательно, дитя мое, пожалуйста, не совершай ошибку, уходя сейчас. Сам Иисус послал тебе это послание. Этот момент, прямо здесь, прямо сейчас, чудо одетый в обычную форму. Возможно, вы пока этого не видите, но ваша судьба, твое благословение, твой урожай все ждут момента принятия решения. Что-то глубоко внутри вас звало, не так ли? Вы просили знака, подтверждения, слова с небес, что ваша боль, ваше смятение, ваша борьба не напрасны. И вот он здесь, Дух Божий, он прошептал в поток вашего дня и направил вас к этому посланию. Он хочет, чтобы вы услышали это до конца, потому что в конце есть ключ, который открыт дверь. Ты думал, что он закрыт навсегда. Пожалуйста, мое любимое дитя, не отворачивайся. Многие остановились на полпути и упустили обещать, будьте готовы к ним. Вы не можете позволить себе стать одним из них. Видишь ли, враг вашего душа, он не боится твоих прошлых ошибок, он боится твоего пробуждения. Он знает, что если ты дочитаешь это послание до конца, твой верасного загорится, и вместе с ним и ваш избыток, твой чудо, твой трансформация. Есть секрет, которую Иисус собирается открыть тебе, истину, скрытую от многих, но избранную для немногих, кто действительно слушает. И ты, да, ты, слышащий это сейчас, один из избранных. Вот почему твое сердце трепещет. Вот почему внутри тебя возникает ощущение, будто время остановилось. Потому что небеса произносят твое имя. Ты прошел через бури, которые никто не понимает. Ночи, когда твои молитвы, казалось, возносились, но так и не возвращались. Дни, когда твои руки работали, но урожай так и не наступил. Ты чувствовал холодную тишину неотвеченных молитв. Но Бог говорит тебе прямо сейчас, это не случайно. Каждая задержка имела смысл. Каждая слеза поливала почву твоего следующего чуда. Ты так долго взывал к деньги, для мира, для выхода, и Бог в Его вечный завет любви послал это слово, чтобы начать ваше преображение. Но чтобы принять его, вы должны остаться. Вы должны слушать до конца, потому что ключ скрыт в последних словах. Иисус не посылает послание просто так. Это послание не случайно. Это божественная стратегия. Сейчас откроется нечто, что полностью изменит ваше восприятие жизни, вашей борьбы, вашей боли и ваших благословений. Враг попытается отвлечь вас шумом, мыслью, уведомлением, но сопротивляйтесь. Потому что через несколько мгновений вы поймете, зачем вам это было нужно. Дверь вашего следующего сезона вот-вот откроется. Дух Божий собирается вдохнуть в ваши финансы, ваше здоровье, ваше сердце и ваше будущее. Но послушайте, речь идет не только о получении благословения. Речь идет о том, чтобы войти в свои судьбы. Речь идет о прохождении через дверь, который ждал тебя еще до твоего рождения. Это не просто сообщение, это завет обновления между тобой и Творцом. Иисус говорит: «Дитя мое, остаться. Не уходи прежде конца. Ибо претерпевшие до конца увидят мое, слава, попробуемый избыток, будет жить мое обещание». Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Прямо сейчас есть сверхъестественное шевелится вокруг тебя. То же самое власть, воскресившей Иисуса из мертвых, парит над вашей ситуацией. Ваши долги, ваша болезнь, ваше одиночество – это не конец. Это почва для чуда, который вот-вот расцветет. Но только если ты останешься. Пожалуйста, не совершай ошибку, игнорируя эту божественную встречу. Потому что в конце этого сообщения я открою секрет, который открывает следующую дверь вашего наследования,
будто ключ к богатству и мир за тебя молились. Вот почему ты не можешь уйти. Оставайся до конца, ради своего урожая зависит от того, о чем будет идти речь. Это твой момент. Он не случайен, он божественный замысел. Мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, в начале этой новой недели я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие в каждом мгновении твоего дня. Я послал это слово из глубины моего вечного сердца только для тебя. Внимательно внимай тому, что я собираюсь сказать, потому что эти слова священны. Никто другой не должен услышать их вместо тебя. Они были высечены во времени для тебя. Мое сердце всегда переполнено любовью к тебе, днем и ночью, сквозь тишину, сквозь шум, сквозь бури и тихие утра. И теперь, умоляю тебя, оставайся со мной. Доверься мне. Не позволяй отвлечениям увести тебя от того, что я собираюсь открыть. Есть обещайтесь, и он несет ключ к вашему следующему чуду. Ты спрашивал, не так ли? Боже, ты все еще здесь. Ты все еще видишь меня. Тебе все еще не все равно. Дитя мое, я никогда тебя не покидала. Даже когда ты думала, что небеса безмолвны, я была там, шла рядом с тобой невидимо. Каждый вздох, каждая слеза, каждая бессонная ночь, я собирала их, превращая в семена твоей следующий урожай. Ты мог не чувствовать моего прикосновения, но ты никогда не был одинок. Я недалекий, Бог, наблюдаю издалека. Я, о Отец, который присутствует в каждом дыхании, которым ты дышишь. Когда ты просыпаешься, я свет в твоем окне. Когда ты засыпаешь, я покой, который охраняет твое сердце. Пожалуйста, прежде чем мы продолжим, прошу вас, если вы чувствуете хотя бы проблеск моего присутствия сейчас, если эти слова откликаются глубоко в вашем духе, остановитесь на мгновение. Признайте это. И затем, если вы чувствуете эту связь, я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео прямо сейчас, не ради количества, не ради тщеславия, а в знак благодарности к Вере. Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, вы говорите: «Да, Господь, я здесь». Я принимаю это, благословения. Это символический акт, внешний знак внутреннего завета. Потому что когда вы занимаетесь верой, даже в самом маленьком жесте небеса действуют на вашей стороне. Возлюбленные мои, я знаю, каким тяжелым был ваш путь. Вы много трудились, много верили, и все же бывают дни, когда кажется, что ваши усилия растворяются в воздухе. Но я говорю вам сегодня, ничего из того, что вы сделали, вера было потеряно. Каждый добрый поступок, каждая молитва, прошептанная сквозь слезы, каждый раз, когда ты прощал вместо того, чтобы дать отпор, все это хранится в сокровищнице небес. Я видел это. Я пересчитал это. Я записал это в моем вечном книге памяти. И вот настал сезон урожая приближается. Понимаете, избыток не всегда. Появляется внезапно. Оно растет на почве послушания и доверия. Оно начинается с вера, которой отказывается умирать, даже когда, кажется, ничего не происходит. И именно поэтому я привел вас сюда, чтобы напомнить вам, что ваше чудо не задерживается, а созревает. Что посеял в муках, то вскоре пожнешь. Радость. Вы не будете вечно жить в нужде, ибо я Бог из богатства, а не Бог недостатка. Я Бог из избыток, а не Бог ограничений. Я тот, кто взял 5 хлебов и 2 рыбы и накормил 1000. Я тот, кто наполнил пустые сети, превратил воду в вино и открыл дверь из судьба для забытых и сломленных. И сегодня я делаю это снова, для тебя. Но чтобы увидеть это, прикоснуться к этому, нужно сначала почувствовать мое присутствие. Именно мое присутствие превращает вашу долину в виноградник.
Именно мое присутствие превращает пепел в красоту. Когда вы чувствуете мое присутствие, вы больше не ходите в страхе, потому что понимаете, даже во тьме вас держат божественные руки. Мир может покинуть вас, друзья могут подвести, обещания могут быть нарушены, но мое обещать вечно. Мой завет с вами не может быть отозвано. Каждое утро, когда ты просыпаешься, это еще один знак того, что у меня все еще есть план для твоей жизни. Я Бог новых начинаний. Я Бог, кто вдохнул жизнь в мертвые сны. Дитя мое, я не забыла желания, которые ты похоронила. Я не проигнорировала молитву, ты молился много лет назад, а потом перестал верить. Ты думал, что время стерло это, но нет. Оно все еще предо мной, горит, как фимиам на небесах. И скоро ты увидишь, что я приготовил в сокровенных местах. Слушайте внимательно, потому что эта истина изменит ваше восприятие всего. Я не был в стороне от вашей боли. Я формировал ваш характер для большего богатства, большую ответственность и больше благословений. Ты думал, я тебя наказываю, но я тебя готовил. Каждой закрытой дверь была защита. Каждая задержка была милость. Каждое молчание было мной, укрепляющим твою веру, ибо если бы ты получил просимое слишком рано, оно бы тебя погубило. Но теперь твой сердце готов. Ваш дух взрослеет. Вы собираетесь войти в наследование, которое всегда был твоим. Позвольте мне прояснить, то, что я собираюсь сделать в вашей жизни, будет немалым. Это будет божественный, непредвиденный и сверхъестественно. Я собираюсь умножить то, что осталось, восстановить то, что было утрачено, и освободить то, что было утаяно. Вы достаточно долго плакали. Вы достаточно долго ждали. Теперь я двигаюсь, точка благословения. Вы думали, что это для кого-то другого. На нем ваше имя. Дверь вы думали, что он закрыт. Я открываю его с помощью ключ моей собственной руки. Но, дитя мое, не измеряй мои обещать тем, что ты видишь сейчас. Измерь это потому, кто я есть. Я верен. Я постоянен. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Мое присутствие не меркнет вместе с солнцем, и моя любовь не меняется с твоими ошибками. Когда ты падаешь, я поднимаю тебя. Когда ты бежишь, я следую за тобой. Когда ты прячешься, я жду. Мой сердце бьется для тебя, даже когда ты сомневаешься во мне. Поэтому, когда я говорю «почувствуй мое присутствие», я не прошу эмоций, я приглашаю тебя к общению. В секрет пространства, где ваш душа и мое дышат вместе. Итак, прямо сейчас, когда вы слышите мои слова, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Закройте глаза на мгновение. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте это тепло в груди, это не совпадение. Это не внушение. Это мое присутствие. Я сижу с вами там, где вы сейчас, заполняя комнату, шепчу вашим дух, ты не один. Ты избран. Ты любим. Ты мой. Это не просто сообщение, это завет обновления. Я напоминаю тебе, что ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе. Куда бы ты ни пошел, я пойду. С чем бы ты ни столкнулся, я встречу тебя вместе с тобой. Мой дух идет перед тобой, расчищая пути, которые ты еще не видишь. Мои ангелы окружают тебя, охраняя дверь вашего судьба. Никакое проклятие, никакая зависть, никакой страх, никакой враг не смогут отменить то, что я написал в твоей жизни. Твое наследование защищен. Ваш урожай гарантировано. И когда сомнение снова шепчет, когда страх говорит «слишком поздно», помни, я, твой Бог, я вечен. Я не бегаю по человеческому времени. Я не забываю, что говорил. Мой обещать найду тебя даже в пустыне. Мой благословение я буду преследовать тебя,
даже если ты чувствуешь себя недостойным. Ибо я благословляю тебя не потому, что ты совершенен, а потому, что ты мой. Итак, мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, пока это послание продолжается, сохраняйте свои веры, откройтесь. Не позволяйте отвлечениям украсть ваш момент. Держите свой сердце мягкий, твой дух бодр, а твои уши открыты. Потому что через несколько мгновений я открою нечто скрытое, секрет которой покажет вам, как ходить в постоянном избыток. Это не временно. Это вечно. Я призываю вас жить не в циклах потерь, а в сезонах избытка. И прежде чем мы продолжим, я еще раз прошу вас, если вы чувствуете, как мой голос пробуждает что-то внутри вас, словно почти угасшее пламя, дайте ему проявиться. Поставьте лайк к этому видео прямо сейчас и провозгласите в своем сердце: «Боже, я чувствую Твое присутствие. Я принимаю Твое Слово. Я верю Твоим обещаниям». Потому что этот такт, каким бы простым он ни был, является вашей декларацией веры, признак того, что вы выравниваете свое сердце с небесами. Вы говорите Вселенной: «Я выбираю избыток над дефицитом. Я выбираю вера над страхом. Я выбираю обещать над проблемой». Теперь, дитя мое, подготовь свой дух. Ибо то, что последует дальше, покажет тебе, как мое присутствие не только утешает, но и преображает. Ты научишься жить в божественном ритме, принимать без усилий и отдыхать, пока я веду твои битвы. Оставайся со мной до конца. Ключ близко. Дверь уже поворачивается. Ваш чудо ближе, чем вы думаете. Это не случайно. Это ваш момент с Бог-то никогда не уходит. Почувствуй мое присутствие, ведь я здесь. Дитя мое, слушай меня внимательно, потому что то, что я сейчас скажу, глубоко проникнет в те места, которые ты пытался скрыть, не для того, чтобы ранить тебя, а чтобы исцелить. Я хочу дать тебе 2 важных совета на эту неделю. Но прежде чем я это сделаю, я должен напомнить тебе об истине, которую невозможно стереть. Я всегда на твоей стороне. Когда ты просыпаешься, я рядом. Когда ты плачешь, я рядом. Когда ты идешь сквозь огонь, я иду в нем вместе с тобой. Когда ты слишком слаб, чтобы говорить, мой дух стонет за тебя. Ты никогда не одинок, ни на секунду, ни на вздох. Даже когда ты чувствовал себя покинутым, тебя несли. Ты спрашивал в сердце своем: где Бог? Почему Он не видит меня? Но я говорю тебе теперь, я видел каждую слезу. Я слышал каждый скрытый крик. Мои глаза никогда не отводились от тебя. Даже в самый тяжелый момент, когда ты думал, что чудо прошли мимо вас, когда вы думали, что дверь вашей судьба закрылись навсегда, я был там, наблюдал, направлял, ждал. Ты чувствовал тишину, но мое молчание было стратегией. Ты чувствовал дистанцию, но я притягивал тебя ближе. Позволь мне спросить тебя кое о чем, мое возлюбленное дитя. Сколько ночей ты не спал, размышляя о том, вера все еще имеет значение? Сколько раз вы молились, но чувствовали, как ваши слова отскакивают от стен? Сколько раз вы просыпались с той же тяжестью на груди, те же счета, те же страхи, те же тени разочарования? Как долго вы несли это невидимое бремя, притворяясь, что все хорошо, в то время как ваша душа кричала об освобождении? Почему ты сомневаешься, что я с тобой? Разве я не обещал, не оставлю тебя и не покину тебя? Разве я не говорил: если ты пойдешь и долиною смертной тени, не убоишься зла, ибо я с тобою? Разве ты не знаешь, что я твой убежище, твой сила, твоя помощь всегда рядом в трудные времена? Вы искали решения во всех направлениях, в людях, обещаниях, имуществе, и все же ничто из этого не утолило голод в вашем сердце к сердцу. Почему? Потому что это пространство внутри тебя никогда не было предназначено для заполнения миром.
Оно было создано для меня. Для моего присутствия, для моего дух, для моего любовета не меняется. Помнишь ли ты моего слугу Давида? Он познал боль. Он познал предательство. Он знал, что значит быть преследуемым, затравленным, забытым. И все же из пещеры отчаяния он возвысил голос и провозгласил: Псалом 23: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Дитя мое, эти слова не были написаны для истории, они были написаны для тебя. Они – твой ключ, твое убежище, твой обещать. Произнесите вслух, где вы сейчас находитесь: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь». Когда ты это говоришь, что-то начинает меняться в духовном мире. Цепи рвутся. Страх теряет свою власть. Потому что каждый раз, когда ты произносишь мое слово, ты напоминаешь своей душе, кто твой Бог, это действительно так. Я недалекий правитель, сидящий на престоле суда. Я отец, а крепость, а друг я твой утешитель в полночный час. Я голос, шепчущий мир, когда бушует буря. Есвич-то пронзает тьму. Я дверь, когда ты не видишь выхода. Я ключ, когда все замки кажутся запечатанными. Я хлеб, который поддерживает тебя, когда ты жаждешь надежды. Я река, что течет через твою пустыню. Я есть и всегда буду твоим Бог. Но скажи мне, дитя мое, почему ты все еще бежишь от страха, когда я стою рядом с тобой? Почему ты позволяешь тревоге поселиться в твоем сердце, когда мой дух готов ли он жить там в мире? Зачем ты прислушиваешься к голосу поражения, когда мое слово говорит «победа над тобой»? Разве ты не знаешь, что ты был создан, чтобы быть чем-то большим, чем просто выжившим? Ты – мой избранный сосуд, мое наследие, мое отражение на земле. Я не вдохнул в тебя свою жизнь, чтобы ты жил в нужде и позоре. Я вдохнул в тебя, чтобы явить свою избыток, мой благословение, мой чудотворящий власть. Даже сейчас я стою рядом с тобой, не просто рядом, но внутри тебя. Я в твоем дыхании, в биении твоего сердца, в каждом невидимом ритме, который поддерживает в тебе жизнь. Ты думаешь, что одинок в этой буре, но я управляю ветром. Ты думаешь, что волны вот-вот потопят тебя, но я иду по ним. Ты думаешь, что огонь поглотит тебя, но я посреди пламени, превращая то, что должно тебя уничтожить, в то, что облагородит тебя. Поэтому я снова спрашиваю, почему ты боишься? Мой власть не больше, чем твоя проблема. Мои обещать не сильнее твоей боли. Ты забыл, что ибо кто раздвинул море, кто накормил тысячи, кто воскресил мертвых, кто говорил, и вселенная повиновалась. Тот же голос сейчас говорит в твоей жизни, возвещая: «Успокойся, успокойся». Дитя мое, я знаю, с чем ты сталкиваешься, с неоплаченными долгами, с неопределенным будущим, с одиночеством, которое подкрадывается, даже когда ты окружен людьми. Я вижу тревогу, которую ты скрываешь за улыбкой. Я знаю, какое давление удерживает тебя точка сердца неспокойной. Но услышь меня, ты не заброшен. Ты не невидим. Ты не забыт. Я твой точка убежища, твой крепость, ваш непоколебимый фундамент. Вы говорите: «Но Господь, и я слаб». А я говорю: «Вот где мой сила совершенен». Ты говоришь: «Но у меня ничего не осталось». А я отвечаю: «Я твой избыток». Ты говоришь: «Но мне страшно». А я шепчу: «Не бойся, ведь я с тобой». Когда ты идешь по долине, я иду рядом с тобой. Когда ты сталкиваешься с горой, я поднимаюсь на нее вместе с тобой. Когда ты падаешь, я поднимаю тебя. Когда ты блуждаешь, я следую за тобой. Я не гость в твоей истории, я ее автор. Каждая глава, даже самая болезненная,
ведет к твоей трансформации. Позвольте мне напомнить вам истину, которую мир пытался заставить вас забыть. Ты никогда не будешь одинок. Когда врач поставил тебе этот диагноз, я был рядом. Когда предательство ранило тебя в самое сердце, я держал тебя за руку, в сердце, когда ты плакала в подушку, думая, что тебя никто не слышит, мои ангелы окружали тебя. Я видел твои скрытые страдания, и я превращу их в сверхъестественная сила. Разве ты еще не понимаешь? Те самые моменты, которые казались концом, на самом деле были началом. Потеря, которая тебя сломала, стала почвой для нового точка благословения. Отказ, который вы получили, был перенаправлением на вашу судьбу. Я не тратил твою боль впустую, я превратил ее в цель. Каждый шрам на твоей душе – знак моего милосердия. Мое любимое дитя, пусть эти слова глубоко проникнут в твою душу, я не закончил с тобой. Еще есть дверь открыть, все еще ключи быть отданным в ваши руки, все еще обещание ждет своего часа. Но ты должен довериться мне. Ты должен перестать пытаться контролировать то, что подвластно только мне. Освободись от страха, от беспокойства, от потребности понять. Просто держи меня за руку, потому что я уже веду тебя к твоему следующему чуду. А теперь, пока вы слушаете, я хочу, чтобы вы повторяли про себя эту истину медленно и намеренно. Господь, пастырь мой. Я ни в чем не нуждаюсь. Повтори еще раз: Господь, пастырь мой. Я ни в чем не нуждаюсь. Почувствуйте силу этих слов. Почувствуйте, как они меняют воздух вокруг вас. Это мое слово вдыхает жизнь в вас. Дух. У вас не будет недостатка ни в чем благословения, нет обеспечения, нет мир. Я твой поставщик. Я твой защитник. Я твоя крепость, и никакой шторм не сможет разрушить мои стены. Ты веришь в это, дитя мое? Потому что вера – это мост между верой и проявлением. Когда вы действительно верите, даже прежде чем увидеть, вы активируете чудо. Когда ты полностью доверяешь мне, ты открываешь дверь, которая ждала твоего прикосновения. Итак, вот 2 совета, которые я вам обещал. Во-первых, пребудьте в моем присутствии каждый день. Не ищите меня только в отчаянии. Идите со мной, когда вы спокойны. Пригласите меня быть частью вашего утра, работы, еды, смеха. Сделайте меня частью ваших обычных мгновений, и я сделаю ваши обычные мгновения необыкновенными. Во-вторых, берегите свое сердце, ибо это источник твоего жизни. Перестаньте позволять голосам страха, сравнения и сомнения диктовать вам судьбу. Мой дух живет в тебе, и мой голос должен быть громче всех. Говори мое слово больше, чем свои тревоги. Молись больше, чем жалуйся. Доверяй больше, чем трепещи. Ведь я всегда рядом с тобой. Когда ты не можешь видеть, я твой свет. Когда ты не можешь стоять, я твоя сила. Когда ты не можешь бороться, я твой защитник. Когда ты не можешь любить себя, я тот, кто все равно любит тебя. Итак, идите сегодня и каждый день, зная эту истину, вы не одиноки. Вы никогда не были одиноки. Вы никогда не будете одиноки. Потому что я. И я с тобой всегда. Мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, слушай внимательно, ибо то, что я собираюсь открыть, требует. Сердце проснулся и дух проницательный. Ты прошел через долины и пережил бури. Ты услышал мои обещания и почувствовал мое присутствие. Ты увидел свет, сияющий над вашим путем. Но теперь, когда вы приближаетесь к сезону урожая, когда вы приближаетесь к двери вашего долгожданного чуда, враг приходит в движение. Он не может стоять спокойно, пока мои дети восстают. Он не может молчать, когда ваше благословение уже близко.
Поэтому я должен предупредить вас, на этой неделе искушение предстанет перед тобой, и это не будет выглядеть как зло. Это будет выглядеть как возможность. Будь бдителен, дитя мое. Мир полон тьма, замаскированный под свет слов, которые звучат как правда, но полны обмана. Враг вашего судьба, он не приходит одетый в тени. Он приходит одетый в обаяние, сочувствие, даже доброту. Он приходит, предлагая вам кратчайшие пути к богатству, легкий комфорт или быстрое решение. Но каждое ложное обещание таит в себе скрытую цепь. Каждая фальшивая дверь ведет в тупик. И вот почему я говорю вам сейчас: бодрствуйте и молитесь. На этой неделе к вам подойдет кто-то, человек, чья улыбка скрывает намерения, не относящиеся ко мне. Он покажется безобидным, даже полезным. Возможно, он будет говорить о благословении, успеха, связи. Но глубоко внутри их сердце не соответствует небесам. Они будут проверять ваша вера, твое терпение, твоя преданность мне. Они попытаются оторвать тебя от пути, я предлагаю тебе. Но мой дух шепчет тебе: это не от меня. Прислушайся к этому шепоту, ибо он придет тихо, но безошибочно. Дитя мое, я открываю тебе это не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы подготовить тебя. Ведь те, кто близок к прорыву, часто сталкиваются с величайшим искушением прямо перед чудо проявляется. Так было всегда. Прежде чем Иосиф вошел во дворец, он прошел испытание в темнице. Прежде чем Давид надел корону, он столкнулся с копьем Саула. Прежде чем Иисус воскрес во славе, он столкнулся с крестом. Вас тоже ждет испытание не для того, чтобы уничтожить вас, а чтобы раскрыть вашу истинную сущность и силу. Позвольте мне спросить вас кое о чем, и пусть вопрос проникнет глубоко. Выберете ли вы легкую дорогу, которая заканчивается пустотой, или узкую дорогу, ведущую к вечности, избыток? Вы поймете разницу между дверь, которой блестит, и дверь, которой помазан. Вы помните, что не каждый ключ, предлагаемый вам, открывает благословение. Тот, о ком я вас предупреждаю, может говорить хорошо. Он может сказать, что хочет помочь вам. Он может предложить совет, возможность или утешение. Но их слова несут яд, замаскированный под мед. Их намерения нечисты, их мотивы скрыты за улыбками. Они почувствуют вашу жажду прогресса, ваше стремление к миру и попытаются этим воспользоваться. Но я, ваш Бог, я уже опережаю их. Я видел их план и использую это сообщение, чтобы защитить вас до того, как он осуществится. Это твое привилегированное знание, дитя мое. Такое прозрение получают лишь те, кто идет рядом со мной. Многие слепо попадут в ловушки на этой неделе, ведомые видимостью. Но ты, мой избранник, увидишь то, чего не видят другие. Ты почувствуешь то, что другие игнорируют. Святой Дух внутри вас, забьется тревога. Когда вы чувствуете беспокойство в своем сердце, когда мир исчезает в тот момент, когда они говорят: «Это мой сигнал. Это мой знак». Не игнорируйте это. Помните мои слова, сказанные давным-давно: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26:41 – это не просто стих, это стратегия. Молитва обостряет вашу проницательность. Бдительность охраняет ваше наследие, враг не может обмануть бдительного сердца и не развращать молящегося духа. Я говорю вам это не для того, чтобы вселить страх. Я готовлю вас к победе. Грядущее испытание не одолеет вас, но вы должны твердо стоять на своем вера. Ты должен помнить, кто ты и чей ты. Дьявол может искушать, но он не может коснуться того, что сокрыто моим завет. Ты под кровью Иисус, и эта кровь – твоя крепость, твое убежище, твой нерушимый защита. Но не будьте беспечны.
У каждого искушения есть два голоса, один льстивый, а другой предостерегающий. Льстивый голос говорит: «Ты этого заслужил». Это всего лишь один раз. Это безвредно. Но голос «Мой дух» говорит: «Это не твоя доля». Подожди, господа. Истинный урожай близко. Какому голосу вы подчинитесь? Позволь мне спросить тебя, мое возлюбленное дитя, сколько раз ты поддавалась вещам, которые казались правильными, но оставляли тебя разбитым? Сколько раз ты доверяла улыбке, скрывающей обман? Как часто ты шла во тьму, думая, что это свет? Ты знаешь боль неоправданного доверия. Ты знаешь, каково это быть преданной внешностью. Вот почему на этот раз все будет иначе, потому что на этот раз тебя предупредили. Ты просил меня о избыток для богатства, для открытого двери, для приумножения. И я дарую это. Но я не могу благословить то, что смешано с обманом. Враг знает это, и поэтому он пошлет поддельное благословение прямо перед тем, как придет истинное. Оно будет выглядеть похожим, привлекательным, настойчивым, убедительным, но будет нести скрытое проклятие. Вот почему я учу вас ждать подтверждения. Не спешите заключать союзы. Не подписывайте то, что ваш дух не признает. Не говори, когда нет мира. Твой вера – твой щит. Твоя молитва – ваше оружие. Ваша проницательность – ваш компас. Используйте их все. На этой неделе наступит момент, когда вы окажетесь на моральном распутье, и дочка дверью откроется, но прежде чем шагнуть, остановитесь. Спросите меня: «Отец, это от тебя?» Если это так, вы почувствуете меру регулировать ваше сердце, как утренняя роса. Если это не так, твой дух будет тяжелым и беспокойным. Доверься этому чувству. Это я защищаю тебя. Позвольте мне рассказать вам секрет, что мало кто понимает. Чем больше ваша судьба, тем сильнее обман, который пытается его разрушить. Чем выше ваш звонок, тем тоньше ловушка. Те, кто несет в себе большое благословение, также должны нести большую бдительность, ты один из них. Ты избран для избыток, но ваше изобилие должно быть чистым, рожденным из послушания, а не компромисса. Помнишь, что я сказал Каину? Грех притаился у твоей двери, но ты должен господствовать над ним. Бытие 4:7, дитя мое, грех все еще таится, он ждет у порога судьбы, ждет, когда ты устанешь, усомнишься, возжелаешь того, что дается слишком легко. Но я вложил в тебе дух сильнее искушения, свет ярче обмана. Ты несешь мое имя, мое присутствие, мою силу. Так что будьте сильными. Когда этот человек приходит с приятными словами и заманчивыми предложениями, улыбнитесь с достоинством, но будьте бдительны к сердцу. Ты не обязан давать объяснений тьме. Ты не обязан хранить верность лжи, дочка, враг нельзя украсть то, что ты отказываешься отдать. И когда ты сопротивляешься, ты увидишь нечто божественное, искушение рухнет, истина откроется, и ты поймешь, как близко ты был к тому, чтобы потерять все ради того, что тебе не предназначалось. Это момент, который отделяет тех, кто просто верит, от тех, кто просто идет по жизни к откровению, ибо те, кто различает подделку, наследуют истину к благословению, и это будет вашей наградой. После этого испытания, после этой недели бдительности, дверь подлинного избыток откроется. То, зачем гонятся другие, начнет преследовать и тебя. То, что было скрыто, будет освобождено. То, что было заперто, будет открыто. Но прежде бодрствуйте и молитесь. Не расслабляйтесь. Сохраняйте спокойствие и вера, будьте активны, и ваши глаза открыты. Свет внутри вас сильнее тьмы вокруг, но свет должен оставаться бодрствующим. Это предвещие, дитя мое, не страха перед опасностью, а победы,
которую нужно обеспечить. Тебя призывают к более высокому сознанию, к движению не видением, а духе, когда вы пройдете это испытание. А вы пройдете, вы увидите, насколько этот момент был ключ, что положило начало всему последующему. Итак, запомните мои слова. На этой неделе искушение приходит под видом доброты. Обман будет носить маску возможности. Но Святой Дух внутри тебя это откроется. Ты узнаешь мой знак, тихий, слабый голос, который говорит «подожди». Когда ты подчинишься этому шепоту, ты разоружишь врагища до того, как он нанесет удар. Будь бдителен, мой возлюбленный сын. Будь бдительна, моя возлюбленная дочь. Не позволяй усталости сделать тебя беспечным. Молись, прежде чем говорить. Слушай, прежде чем действовать. Потому что в тишине я направляю тебя. В тени я стою рядом с тобой. И когда испытание пройдет, я открыто вознагражу тебя за битву, которую ты вел тихо. Это момент вашего выбора. Это порог вашей трансформации. Свет и тьма перед вами. Выберите свет, и благословение-то, что последует далее, не только наполнит вашу жизнь, но и передастся последующим поколениям. Ибо я твой Бог, твой защитник, твое убежище, твоя крепость. И я говорю тебе сейчас, бодрствуй, будь чист, будь стойким. Потому что ты настоящее чудо находится за пределами этого теста. Мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, слушайте внимательно. Мы достигли момента, когда небеса склоняются к земле. Вы прошли через долины, выдержали тишину, противостояли искушениям и выстояли, когда ветры завывали против вас. Но теперь шторм начинает меняться. Облака, когда-то покрывавшие ваш путь, рассеиваются. Первые лучи надеяться начинают пронзать небо. Ты выстоял, и я, твой Бог, видел все. Каждую слезу, каждую молитву, каждый акт тишины, что никто другой не заметил. Ничто из того, что вы сделали во имя мое, не было напрасным. Скоро, очень скоро, вы и ваша семья испытаете прекрасную радость, тот, который наполняет ваш дом смехом и вашим сердце с непоколебимым мир. Господин услышал ваши молитвы и готовит особое благословение, которое не только ответит на ваши прошения, но и превзойдет их. Я устраиваю время празднования, воссоединения, единения, время, когда все, что было рассеяно, снова соберется воедино. Но прежде чем наступит этот новый рассвет, вы должны научиться выдерживать последний ветрошторм. Потому что момент перед затишьем всегда самый жестокий. Враг знает, что он не может остановить твое чудо, но он попытается заставить вас сдаться прежде, чем это произойдет. Поэтому, когда вы почувствуете, что давление нарастает, когда препятствия снова появляются, когда вам кажется, что ситуация ухудшается, знайте, что это не разрушение. Это переход. Сотрясение – знак того, что дверь вашего благословения скоро откроется. Помнишь ли ты, дитя мое, историю о шторм на Галилейском море? Мои ученики были в лодке, волны разбивались, ветер завывал, и страх наполнял их сердце. Они думали, что я сплю, не подозревая об опасности. Но я никогда не отсутствовал. Я наблюдал за их реакцией, ожидая голоса врача, чтобы возвыситься над ревом волн. И когда они воззвали: «Господи, спаси нас, мы погибаем», я встал и произнес 3 слова, которые все изменили: «Мир, успокойся». В одно мгновение ветер стих, и море успокоилось. Дитя мое, то, что я сделал тогда, я делаю снова в твоей жизни. Тот же голос, что успокоил Галилейское море, обращается к тебе. Шторм прямо сейчас. То же самое властьята заставило волны замолчать, вселяет мир в ваше сердце, ваша семья, ваши финансы, ваше будущее. Я небо, кто меняется, тот вечен. Что делал раньше, то делаю и сейчас.
Итак, когда волны поднимаются, я спрашиваю вас, будете ли вы доверять мне в буре? Будете ли вы держаться за веро, до неба темнеет? Потому что вера не доказана солнцем, доказана бурей. Любой может петь, когда вода спокойна, но только те, кто доверяет мне, поют, когда гром сотрясает небеса. И те, кто поют в бурю, становятся теми, кто наследует обещать. Дитя мое, я вижу, как ты устала. Ты ждала, верила и иногда задавалась вопросом: сколько еще? Ты говорила в сердце своем: «Боже, я сделала все, что знала». Почему же до сих пор ничего не изменилось? Но я говорю тебе, твое ожидание не было напрасным. Пока ты ждала, я работала. Пока ты молилась, я готовила. Пока ты плакала, я считала каждую слезу семя для вашего урожая. Бывают моменты, когда небеса кажутся безмолвными, но тишина – это не отсутствие, а подготовка. Дерево не растет, пока его поливают, а оно растет тихо, когда никто не смотрит. Чудочество скрывается прежде, чем становится явным. И теперь, дитя мое, твое урожайгово. Я собираюсь выпустить благословение, которое преобразит ваш дом, твой семья, всю вашу атмосферу. Я восстановлю разрушенные отношения. Я залечу старые раны. Я принесу примирение туда, где было разделение. Приближается время праздника не только для вас, но и для тех, кого вы любите. Вы соберетесь за столом, и смех сменит слезы. Там, где было напряжение, будет мир. Где был недостаток, там будет избыток. Там, где была тишина, будут песни благодарности. Но мне нужно, чтобы ты оставался начеку и полагать, даже если это все еще кажется невозможным. На этой неделе мне нужно, чтобы вы поверили, что каждая молитва достигает меня, даже если ты не видишь немедленного результата. Твои слова не исчезают, они возносятся, как фимиам, к моему престолу. Они несут власть, они создают движение, они повелевают ангелами. Ваша вера активирует то, что готовят небеса. Так что не бойтесь шторм, потому что я в нем. Так же, как я успокоил море, я приведу мир в вашу жизнь сейчас. Вы прошли через множество испытаний, эмоциональных, финансовых, духовных, но этот период испытаний подходит к концу. Вы вот-вот вступите в период выполнения. Я видел твою честность, когда никто не видел. Я видел, как ты выбирал прощение вместо мести, щедрость вместо жадности, молитву вместо горечи. И я, твой Бог, воздай за то, что делается в тайне. Я вижу все, и не прав, чтобы забыл дела твои и верность твою. Вскоре дверью откроет то, что никто не сможет закрыть. Это благословит не только вас, но и весь ваш род. Ваша семья будет тронута этим, чудо. Благословение то, что начинается с вас, перейдет к вашим детям и детям ваших детей. Это будет целым поколением. Завет из избыток и защита. Позвольте мне говорить прямо, я готовлю особое благословение, это придет неожиданным образом. Это может быть послание, возможность или божественная встреча. Это подтвердит, что я услышал каждое ваше послание. Молитва. Вы поймите, что это от меня, потому что это принесет мир, радость и легкость, а не смятение или борьбу. В этот момент я подстраиваю ваши обстоятельства под проявление этого благословения. Возможно, вы пока этого не видите, но все меняется. Люди меняются. Ситуации упорядочиваются. Даже сердца, которые сопротивлялись вам, смягчаются. Доверьтесь времени своего Бога, ибо я делаю все вещи прекрасными в свое время. И теперь я скажу следующее. Не бойтесь бури, потому что без бури ты никогда не увидел бы прочности своего якоря. Ты укреплен во мне, и это значит, что никакая волна не сможет тебя разрушить.
Ветер может дуть, но он не сможет искоренить то, что я посадил. Твой фундамент – вера, и вера не может утонуть. Дитя мое, ты вступаешь в переломный момент. Враг хотел использовать шторм, чтобы сломать тебя, но я использовал это, чтобы построить тебя. То, что предназначалось для вреда, стало твоей подготовкой. Каждая потеря стала уроком. Каждая боль стала целью. Каждая задержка стала направлением. Ты больше не тот, кем был, когда все это началось. Ты сильнее, мудрее и готов нести избыток это грядет. А теперь слушайте, я собираюсь кое-что вам заявить. Вы увидите великолепную радость в вашей семье. Вы увидите чудеса в вашем доме. Вы увидите, как долги будут списаны, отношения восстановлены, а запертые двери распахнутся. Ваше имя будет произноситься в комнатах возможностей. То, что было отложено, ускорится. То, что было утрачено, вернется приумноженным. И когда это произойдет, помните этот момент, шторм то, что когда-то пугало тебя, стало свидетельством, прославляющим меня. Расскажи другим, что я сделал. Поделись своим чудом, чтобы они знали, что я верен. Я призываю вас сейчас сделать что-то важное. Напишите в комментариях ниже «Я доверяю Божьему выбору времени». Напишите это не как повторение, а как откровение. Провозглашайте это с убеждением. Когда вы пишете эти слова, вы заявляете небесам и всем силам тьмы, что ваша вера стоит непоколебимо. Что ты веришь моему обещать, даже прежде, чем вы это увидите. Потому что ваша настойчивость открывает вам благословение. Ты переходишь от бури к восходу солнца. От плача к празднованию. От испытания к свидетельству. Не оглядывайся назад на то, что ты потерял, смотри вперед на то, что я несу. Я творю все новое. Я превращаю боль в цель, дефицит в богатство, скорбя и танцуя. Скоро вы и ваша семья отпразднуете то, что когда-то казалось невозможным. Возлюбленные мои, запомните это навсегда. Я Бог, кто успокаивает бури, кто умножает хлебы, кто воскрешает мертвых, кто восстанавливает сломанное. Я не история из прошлого, я жив в твоем настоящем. Я тот же самый Бог, кто разделил Красное море, тот ябок, который теперь устраняет ваши препятствия. Итак, не бойтесь волн. Не проклинайте дождь. Ведь каждая упавшая капля польет ваш урожай, каждый раскат грома будет напоминать вам, что небеса все еще говорят. И когда ветер наконец стихнет, вы выйдете из лодки веросильнее, твой сердцеполный, ваша жизнь преобразился. Ваше время не придет, оно уже началось, чуда уже запущен, благословения уже снижается, урожай уже созревает. Потерпи, дитя мое. Потерпи еще немного. До восхода. Солнца остались считанные секунды. И когда шторм очистится, и это произойдет, вы посмотрите вокруг и увидите, что то, что осталось, это не разрушение, а божественное восстановление. Потому что я твой Бог, и я никогда не терплю неудачу. Мой любимый сын, моя любимая дочь, прежде чем мы завершим этот священный момент, я хочу, чтобы ты глубоко вздохнул и позволил моим словам проникнуть в самую глубокую часть твоего сердца, к сердцу. Вы прошли через откровение, через исправление, через вера, через битву, и теперь ты стоишь в месте мира. Мне нужно, чтобы ты знал, кто ты на самом деле. Тебя не определяют твои ошибки, твое прошлое или твоя боль. Тебя определяет моя любовь. Ты – мой шедевр, тщательно созданный с целью и намерением. Вы были созданы не случайно, а божественный замысел, каждая деталь твоего существа, твой голос, твои мечты, твои шрамы была создана моей рукой для конкретной цели, которую можешь выполнить только ты. Ты – мое любимое дитя, и у меня есть одно совершенный план за твою жизнь.
Путь, которым ты прошел, со всеми его поворотами и бурями, никогда не был вне моего взора. Каждый миг, каждое падение, каждый триумф были вплетены в ткань твоего судьбы. Даже когда ты сомневался в себе, я верила в тебя. Даже когда ты сбивалась с пути, я следовала за тобой. Даже когда ты разбивалась, я хранила осколки, пока не пришло время собрать тебя заново. Ты избрана. Ты драгоценна. Ты моя. Нет ничего, ни неудача, ни страх, ни грех, ни стыд, что может отделить тебя от моего любовь. Моя любовь вечна, нерушима, незаслужена. Это не чувство, это завет. Когда я отдал за тебя свою жизнь, я скрепил это завет моей кровью. Это значит, что ты всегда можешь вернуться ко мне. И если ты совершишь ошибку, приходи ко мне с покаянием сердце, и я прощу тебя тотчас. Я не отвергну тебя, я приму тебя. Я не осужу тебя, я очищу тебя. Потому что я пришел не осудить мир, а спасти его, и это включает тебя. Дитя мое, я вижу, как ты стараешься все делать правильно. Я вижу, как ты чувствуешь вину, когда спотыкаешься. Но ты должна усвоить эту истину. Я не веду счет, я веду тебя. Я не считаю твои неудачи, я считаю твои шаги к себе. И каждый шаг, каким бы маленьким он ни был, приближает меня к тебе. Поэтому, когда ты почувствуешь слабость, когда снова упадешь, когда потеряешь концентрацию, не беги от меня. Беги ко мне. Позволь мне напомнить тебе, кто ты. Ты не ошибка, которую нужно исправить. Ты чудо-совершенствуйся. Ты не забыт, ты прощен. Вы не сломаны, вы строитесь. Держи меня рядом всегда. Иди со мной не только в кризисе, но и в спокойствии. Говори со мной не только в печали, но и в радости. Держи свои живы благодаря ежедневному молитве, ибо молитва – это мост, который связывает нас. Найди утешение в моем Писании, там ты найдешь мою голос, моя мудрость, мои обещания. Мир будет кричать, но мое слово прошепчет истину. Прочтите его, когда вы напуганы, и вы обретете мужество. Прочтите его, когда вы утомлены, и вы обретете силу. Оставайтесь рядом со своим Небесный Отец, твой защитный проводник. Мир будет пытаться отвлечь тебя, но если ты будешь смотреть на меня, никакая тьма не овладеет тобой. Бодрствуй и молись, дитя мое. Будь бдительным, ибо твой дух драгоценно. Берегите его, как величайшее сокровище. В огне может коснуться того, что охраняется бдительностью и верой. Теперь, когда это послание подходит к концу, я хочу оставить вас чем-то вечным, моим благословением над твоей жизнью. Я благословляю твое сердце, чтобы он оставался мягким и открытым. Я благословляю твои руки, чтобы они могли преуспевать во всем, что они делают. Я благословляю твой дом, чтобы он мог переполниться мир, смех и избыток. Я благословляю твои семьи, чтобы они ходили под светом моим обещать. Я благословляю твой путь, что каждый ваш шаг приблизит вас к вашей цели. Скоро вы увидите, что все, о чем я здесь говорил, развернется перед вашими глазами, чудо-то, что казалось далеким, станет вашей повседневной реальностью. Урожай то, о чем вы молились, произойдет внезапно. Но помните, это не конец. Это только начало. То же самое верото, что привело тебя сюда, поддержит тебя в том, что будет дальше. Ты должен продолжать идти со мной. Итак, прежде чем ты уйдешь, мой возлюбленный, я прошу тебя кое о чем-то простом, но священном. Если это послание тронуло тебя сердце, если ты можешь почувствовать мое присутствие этими словами, я хочу, чтобы вы сделали шаг веры. Оставьте комментарий ниже. Я – шедевр Бога. Напишите это как декларацию не для других,
а для себя точка душа услышать. Пусть небеса запишут ваши слова. Пусть в духовном мире станет известно, что вы приняли себя как моих избранников. Потому что каждый раз, когда вы заявляете, кто вы есть, враг теряет почву под ногами. Каждый раз, когда ты подтверждаешь мою истину, свет внутри тебя становится сильнее. А затем подпишитесь на этот канал не ради количества подписчиков, а чтобы оставаться на связи с потоком моего слова. Это ваш духовный дом, место, где мой голос будет продолжать говорить, где мое обещание откроется, где твой вера будет расти. Оставайся рядом, потому что я еще не закончил говорить. Мне есть что рассказать, чему научить, что дать. В следующем сообщении я покажу вам, как поддерживать свое благословение, как жить не только в моменты чуда, но в образе жизни избыток и мир. Вы узнаете, как защитить то, что я собираюсь вам дать, как сохранить свою радость и как ходить ежедневно в божественном услуге. Не пропустите, это будет продолжением этого завета, который мы начали вместе. Но пока что покойтесь с этой истиной. Ты глубоко, бесконечно, безусловно любим. Ничто из того, что ты делаешь, не заставит меня любить тебя сильнее, и ничто из того, что ты не делаешь, не заставит меня любить тебя слабее. Я с тобой в восходе солнца и в тишине ночи. Я рядом с тобой, когда ты смеешься и когда плачешь. Я твое убежище, твой крепость, твой вечный друг. Ты – мое любимое дитя. Ты – мое шедевр, ты – сосуд мой, обещать, отражение моего слава и наследник моего вечного наследования. Никогда не забывай, кто ты, и никогда не сомневайся в том, кто я. Со всеми моими любовь, со всеми моими милость, со всеми моими вечными верность, я благословляю тебя, я защищаю тебя, и я иду с тобой, сейчас и вовеки. Иисус.